Minix Neo P1 — это турбозарядка JAN на 66 Вт. Обалденно крутая, с поддержкой PD3, с поддержкой Quick Charge 3. И это просто невероятное что-то я вообще приобрел себе. Будем сегодня обозревать, тестировать на канале Технозон. Поехали. Ну, многие из вас сразу скажут: Бабл, смотри, здесь у тебя там разъем под китайскую вилку, ты, наверное, просто-напросто лох и купил не то. Да нифига, вы знаете, что сделали китайцы? Они сделали действительно, наверное, одно из самых лучших решений, которые я видел. Они сделали универсальное устройство, вот абсолютно универсальное, с вот такими переходничками. То есть, по сути, у вас есть одна вилка, вот этот вот один блочок. Кстати, вы посмотрите на размеры этого блочка. 66 Вт размеры этого облачка. Те, которые я раньше обозревал от Ugreen, ну и от Bezos, они абсолютно другие. Они большие, тяжелые, здесь легкий, но при этом он еще и не греется. Да, ладно, вот давайте так, я его уже тестировал. Смотрите. Что у нас происходит? Мы просто-напросто одеваем нужный нам зарядник и получаем вот такой вот классный зарядник. То есть нужно для Европы, нужно вот такая вот штука, поставили, у вас получается вот такая фигня или вот такая вот фигня. То есть это мега универсальное решение, мне это невероятно нравится. Но давайте так, я эту евровилочку ставлю сразу, потому что я буду ее использовать. Сумочка. Они положили две сумочки в комплект. Одна сумочка для зарядника. Вот так вот вы положили зарядничек, можно разместить. Вторая сумочка для дополнительных ваших аксессуаров. Разместили и все. Можете вот так вот куда-нибудь положить себе в чемоданчик. Очень классно подходит для такой travel комплект. Travel комплект и очень приятный travel комплект. Ну да ладно, давайте разбираться, что же конкретно у нас здесь сам по себе Minix заявился. Так, тут он перечислил, ничего интересного не перечислил. Давайте посмотрим, что у нас есть на AliExpress. Смотрите, Minix Neo P1, $35. И честно вам скажу, он того стоит. Ну, давайте мы, если брать по ценам, то давайте сравним, сколько стоят Apple'овские зарядки. А здесь универсальное решение и для Apple, и для, допустим, тех же самых решений на Quick Charge. Поэтому это вот универсальность, она стоит денег. Но при этом она стоит денег дешевле, чем стоит фирменный Apple. А заряжает ничуть не хуже. Так. А вот, кстати, смотрите, как показано. Три устройства сразу. $35. Ссылочка на проверенного продавца лежит в описании под видео. И они сразу здесь бустят 66 Вт JAN Charger. Именно инфу эту бустят. Последняя технология. Обращают внимание на то, что MacBook Air 13 дюймов зарядится за 1,5 часа, 1,8 час MacBook Pro 13 и 2,3 часа MacBook Pro 15. Можно заряжать 3 девайса одновременно, плюс у нас защита, смотрите, как они, интеллектуальная защита от перенапряжения, от избыточной силы тока, от превышения мощности, от короткого замыкания, от перегрева и от молнии. То есть, поняли сюда, если молния шибанет, он как, не знаю, что сделать. Я думаю, что от перепада вследствие удара молнией. Экстраординарная совместимость. iPhone, iPad, MacBook, Dell, Nintendo, USB-A порт, Galaxy S20. Ну, короче, подходит ко всему, как они заявляются. Насчет маленького действительно соглашусь. Тут они... и вот здесь вот у нас такой момент есть. Они расписывают мощность каждого порта, который используется при комбинации, например, использования 2 портов, 3 портов. И мы на тестах это подтвердим. Потому что, да, вот как мне говорят, там, вот можно ли заряжать одновременно 2 устройства, чтобы там было и PD, и Quick Charge? Можно. И PD, и Quick Charge, что только тогда будет распределяться по-разному ваты. Я уже заранее могу сказать, что да, 66 Вт тут есть. Тут они пишут 65, но я видел и 68, но нестабильная работа. 66 стабильная зарядка. 66 Вт он спокойно выдает. Да, 36 Вт выдает USB-A порт. Это тоже факт. И да, тут вот видите, как они расписывают.
30-30 Вт, 45-45 Вт, 45-18. Вот здесь есть небольшое несоответствие. При использовании, допустим, у нас одного из USB-C у меня не получалось получать по QX Charge больше 14 Вт. Ну, как бы я понимаю, что это погрешность, измерение. И я не говорю, что я не претендую на мега-эксперта в таких вот приборах. Это просто-напросто у меня есть тестеры вот такого вот плана. Смотрите, то есть такой тестер, есть нагрузка с QX Charge триггерами. И у меня не самые лучшие кабели, но они правильно показывают нагрузку. То есть мы должны с вами подтвердить, что у нас она выдает заявленные мощности, которые заявляет производитель. В целом они сразу здесь пишут вот заявленные моменты. 65 Вт, 2 порта USB-C с поддержкой PD3 и USB-A у нас 36 Вт с поддержкой QX Charge 3 до вот здесь вот до 20 вольт 1,8 ампера, начиная с 0,5 вольт 3 ампера. Ну, как-то так, разные, все моменты он вроде бы поддерживает. Но справедливости ради скажу, что я, даже заранее так скажу, что я добился тех результатов, которые от него ожидал. И я уже не буду затягивать. Я советую вам нажать подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие обзоры, а также розыгрыш ценных призовых подарков. И на момент съемки этого видео, на апрель 2021 года, мы разыгрываем PlayStation 5, плюс 2 Nvidia Shield, плюс 3 Югус, ну каких Югус, плюс 3 Микулка M6 Deluxe и 4 геймпада. Супер акция, такой еще никогда у нас не было. Она просто огромная. Ссылочки на условия лежат в описании под видео. Но если вы смотрите это позже, чем апрель, и вдруг там нет уже этой акции, то, скорее всего, там есть не менее интересная, не менее дорогая, не менее крутая акция, в которой вы можете поучаствовать. Но сейчас мы берем этот Minix, берем наши нагрузки, QX Charge триггер, берем тестер и переходим уже на распаковочный стол. Потестируем. Все, перешли. Ну что? Потестируем. Смотрите, что примечательно. На бачках у нас написано, что USB A1, вот этот вот, не поддерживает PD-зарядку, но поддерживает QX Charge 3 до 20 вольт 1,8 ампер. А вот C1 и C2 поддерживают PD3 зарядку до 65 Вт и 20 вольт 3,25 ампера. Ну, сейчас мы будем тестировать по факту, что оно нам выдаст. Ну, как я вам уже показывал. Видите, как интересная конструкция такая сделана. Китайская вилка и на разные переходники. Очень удобно. Во-первых, она очень компактная. Давайте, поехали, вставляемся и посмотрим, что у нас по автодетекту выдает. Так, неудобно нам будет. Что у нас по автодетекту выдает USB A1. Давайте смотрим. И да, PD Charge тут нет, есть QX Charge 2, третий, Samsung HFS, Huawei, SCP, FCP, MTK, PE1, PE2, ну и простая зарядка Apple 5 вольт 2,4 ампера. Слушайте, ну, есть как есть. Давайте сейчас проверим наши Type-C гнезда, вернее C1 и C2. По автодетекту смотрим. C1, да, здесь действительно есть PD3, 20 вольт, 3,3 ампера, 65 ватт, Apple 5 вольт 2,4, PD 2.0. Ну, кстати, здесь и QX Charge есть, тоже абсолютно все версии. Здесь у нас есть поддержка FCP, Huawei здесь нет. И, ну, само собой, здесь нигде нет быстрой зарядки от Oppo. И есть поддержка MTK PE1.1, PE 2.0. Хорошо, давайте третий, ну, вернее, оставшийся порт проверим на автодетекте и получим примерно такой же результат. Тоже QX Charge. Вот что он сейчас по факту выдаст, мы сейчас проверим. Очень интересно. Ага, а здесь есть поддержка SCP. На втором гнезде нет. Ладно, есть как есть, показали, что они заявились. Ну, давайте пробовать под нагрузочкой чуть-чуть его погонять. Так как мы тестируем здесь возможности QX Charge, будем использовать QX Charge триггер и нагрузочку. Стартуем QX Charge. Он у нас стартанул. Давайте подключим триггер, посмотрим, что у нас получится. Так, подключили триггер, он у нас определил QX Charge, третий, и включаем нагрузочку. Сейчас мы с вами посмотрим, насколько мы сможем разогнать это все дело. Сейчас это показывает 7 Вт. Добавим немножечко нагрузки.
14 ватт. Так, и мы сейчас имеем 30 ватт, ребят, 30 ватт. Сейчас у нас 12 вольт, 36 ватт. 36 ватт Quick Charge у нас работает на 36 ваттах. Он честно отдает 36 ватт. Мне интересно, а если я воткну сейчас одновременно на зарядку Mac? Воткни, пожалуйста, Mac на зарядку. Сейчас у нас Аня, наш админ студии, воткнет Mac на зарядку. Оп! Ну, само собой, упала у нас. Давайте чуть повысимся. 8, 9, 10, 14 ватт. Да, работает. Оп, 14 ватт он дает. 14 ватт дал нам при Quick Charge 3 одновременно с PD зарядочкой при включенном ноуте, при включенном на зарядку Apple. Еще раз для чистоты эксперимента. Триггер включился. Даем нагрузку. 14 ватт. 14 ватт, не больше. Так, хорошо. Давайте пробовать порты, которые у нас есть. Вот такие вот веселенькие. Давайте C-порт. Так, подключили мы на вот этот вот порт и пошли Quick Charge 3 проверять. На старте у нас дало 5 вольт 1,5 ампера на 6 ватт. Давайте повышать вольтажик. И поехали смотреть, что у нас из этого получится. 9 вольт, 15, 16, 17. Вырубается. 18. Ну, смотрите, 18 ватт у нас, не ампер, 18 ватт он у нас дает на на Quick Charge на вот этом вот порту. Блин, как-то непонятно. 18 ватт, больше дашь? Нифига, 18 ватт и вырубает. Не хватает ему мощности. Хотя при том же, допустим, варианте использования, смотрите, на порту A мы воткнем сейчас Quick Charge 3. Сейчас мы сделаем так, чтобы видно было. Хотя на USB-A при использовании того же кабеля, при использовании того же тестера и той же нагрузки мы получаем спокойно заявленные там 30 с мелочью ватт. Вот смотрите, мы сейчас 27 ватт, 30, давайте 30, дотянем сколько? 32 ватта сейчас. Все, 32 ватта, 20 вольт. Что и требовалось доказать, что полноценный Quick Charge 3 у нас есть на USB A1. Вот этот USB A1. Давайте попробуем PD Charger, насколько у нас там может проканать. Вставляем нагрузочку, выходим. И интересует PD, PD триггер. О, смотрите, что он там определял. Так, смотрите, подключили нагрузку, пробуем PD триггер. И у нас максимально, что мы сейчас получаем, 68 ватт. Ребят, ну не знаю, верите или нет. Ну погасло, 68 погасло, поэтому я думаю, что 66 это реально заявленная его мощность для PD3 зарядки, для очень быстрой зарядки. Давайте мы добавим немножечко. 65,8 ватт. Вот опять мы его дотянули. 66 фактически, 65,9. Он в край стабильно на нем работает. Можно, в принципе, выйти из триггеров. И попробуем сейчас третье гнездо на PD Charge. Давайте воткнули и дадим на него нагрузочку. И опять те же самые 66 ватт на третьем гнезде мы имеем, пожалуйста, без каких-либо проблем. Вот так вот, ребят. Нормальная тема, нормально он работает. Давайте еще на сишке на последней проверим Quick Charge, насколько у нас выдаст ватт. И будем заканчивать эти беглые тесты. Воткнемся. 14 ватт у нас на третьем гнезде. 15, 17, 18, 19, 20. Вот видите, отдельно, без дополнительных зарядок, он спокойно 25 ватт, 27, 29, 30 ватт, 31, ну, давайте 32 ватта по идее, 33, 34, 32 ватта он у нас выдает, пожалуйста, без проблем. Давайте еще раз догоним 32.
Пускай на них поработает, на этих 32 ваттах. То есть третье гнездо, вот это вот по счету, я считаю. Давайте 32 догоняем. Ну, 32 ватта. Он держит вообще отлично. Отлично держит. А второе гнездо, давайте еще раз попробуем. Вот средний вот этот вот, средний разъем выше 14 ватт у меня не получается нагнать. Как-то вот он не хочет почему-то. Давайте ему чуть дадим. Ну нет, вот здесь как есть. Вот показываю как есть. Если третий разъем дает нам такое действие сделать, то второй разъем не дает. Ну что ж, потестировали немножечко, можно переходить спокойно и уже делать резюме. А вы знаете, что я вам скажу? Обалденный Minix. Он реально обалденный. Он мне настолько сильно понравился, что я решил его использовать на постоянку. Я его буду использовать, вот я буквально завтра еду в поездку, давать интервью одному каналу, и там я буду с собой брать свой Mac и таскать зарядку оригинальную достаточно неудобно. Почему? Потому что мне придется тащить зарядку для смартфона, для Mac. А здесь я беру одну зарядку и заряжаю сразу 2 устройства или 3 устройства. Поэтому я, кстати, к нему еще буду использовать прикольные кабели. У меня есть Ugreen плетеные. Вот, где-то у меня здесь были, есть у меня короткий, есть у меня длинный. И 66 ватт они держат как за милую душу. Поэтому вот хотите, я ссылочку размещу тоже в описании под видео. Кабель обалденный. Это Type-C кабель с такой, знаете, в оплетке, который не ломается, не заламывается. Вот смотрите какой он. Не ломается, не заламывается, отличный. Ну и само собой ссылочка на Minix лежит в описании под видео, мы его рекомендуем, отличная зарядка. И если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока!